Привет, Арми. Правда ли, что Тэхён произнес такую шокирующую, эмоциональную фразу о Чингуке сразу после окончания прямого эфира? Фраза, которая даже сейчас лишает Арми дара речи, заставляет усомниться в их дружбе, разгадывает скрытые смыслы и испытывает труднообъяснимое эмоциональное напряжение. Этот вопрос не только потряс фандомные дискуссионные комнаты, но и стал центром внимания корейских и мировых развлекательных СМИ, словно требуя ответов, которые невозможно получить с первого раза, словно приглашая публику копнуть глубже, вникнуть в каждое слово, каждую паузу и каждое выражение лица, появившиеся в течение нескольких секунд после окончания прямого эфира. Как одно простое предложение, а может быть и вовсе непростое, могло изменить всю атмосферу разговоров в мире, оставив огромный вопросительный знак, тенью оставшийся за каждой Арми, услышавшей его. День начался как обычный вечер активности BTS, прямой эфир, где Тэхён провел время в непринужденной атмосфере, полной смеха, о котором Арми всегда мечтали. Камера запечатлела их двоих в пространстве, которое казалось дружелюбным, без дистанции, без формальности, просто два лучших друга, проводящих время вместе после работы над своими проектами. Но кто бы мог подумать, что через несколько секунд после выключения камеры атмосфера так кардинально изменится. В конце трансляции, когда микрофон почти убрали, когда в комнате стало тише обычного, Тэхён произнес фразу, от которой воздух мгновенно застыл. Фраза прозвучала тихо, но достаточно отчетливо, чтобы ее услышали окружающие. А через несколько секунд она разлетелась, словно крошечные искры, коснувшиеся самого легко воспламеняющегося материала. Не из-за громкости, не из-за драматизма, а потому, что заключенный в ней смысл был трогательным, волнующим и полным эмоций то, что он редко демонстрирует публично. Арми, узнавшие об этом из фрагментов слитых внутренних записей, не могли не заинтересоваться. Было ли это из-за тоски по дружбе? Из-за отстраненности, образовавшейся незаметно для них? Из-за чего-то, что годами тихо утихало, прежде чем наконец-то вырваться на поверхность? Тэхён, как известно, говорил: «Я хочу быть Чингуком как раньше, до того, как все изменилось». На первый взгляд, простая фраза, но если вникнуть в нее глубже, то казалось, будто слои давно подавленных эмоций внезапно обнажились. Слово «усетту» стало центром притяжения, приковывающим всеобщее внимание. О каком времени он говорил? О годах стажерства, когда они жили в одном общежитии, делили еду, смех, слезы и мечты? Или о той эпохе, когда BTS еще продвигались как группа, и никакие сольные проекты не разделяли их пути? AR и MUAI мгновенно разделились на два эмоциональных шторма. Некоторые посчитали, что в этих словах кроется глубокая тоска, словно Тэ наконец-то раскрывает то, что хранил в сердце, которое так крепко сжимал. Другие почувствовали легкую дрожь тревоги, задаваясь вопросом, существует ли между ними невидимая дистанция. Что, если Тэхён не просто скучает по старым временам? Что, если он также сожалел о потерянном времени, моментах, которые уже не вернуть, и возможности больше разговаривать, больше шутить, громче смеяться с тем, кого он считал не просто коллегой, но и членом семьи? Чтобы понять суть этого эмоционального заявления, нужно проследить траекторию дружбы Чингука и Тэхёна с момента их первой встречи. Их называют линией Мэкне, парой с уникальной динамикой. Иногда они ребячливы, иногда зрелы не по годам, иногда припираются, но всегда возвращаются к смеху, согревающему сердце миллионов. Их отношения никогда не были прямолинейными. Были взлеты и падения, расстояние и близость, словно две линии, которые то сходятся, то расходятся, но всегда следуют одному и тому же пути. С тех пор, как BTS начали продвигать сольные проекты, они все реже появлялись вместе на трансляциях или в интервью. Плотный график, разные творческие направления и не всегда совпадающие карьерные приоритеты делали их совместные моменты все более редкими. Арми заметили, но не ожидали, что Тэхён так сильно тоскует. Было ли это признаком того, что общественное давление и динамика индустрии повлияли на их личное пространство? Или же это было доказательством того, что их связь была настолько крепкой, что Тэхёну было комфортно открыто выражать свою тоску? После распространения новости онлайн-сообщества взорвались от реакции. Некоторые плакали, чувствуя, что Тэхён наконец-то открыл хрупкую часть себя. Другие переживали, что эти слова были знаком эмоциональной отстраненности.
Другие считали, что эта фраза стала прочным фундаментом между ними, ведь тоска не существует без любви, а честность – без близости. Но тайна стала еще глубже, когда внутренние источники сообщили, что после этих слов Чингук замолчал на несколько секунд. Тишина, которая ощущалась как сотни страниц ненаписанной истории. Был ли он удивлен? Тронут? Виноват? Чувствовал ли он то же самое, но не знал, как это выразить? Через несколько дней после инцидента Чингук выложил старую фотографию с Тэхёном, без подписи, без объяснений. Просто фотография двух молодых людей, искренне улыбающихся, наслаждающихся простым, беззаботным днем. Армия отреагировали теориями, домыслами и надеждами, которые сгустились, как тучи перед дождем. Было ли это молчаливым ответом Чингука на слова Тэхёна? Тонкое признание в том, что он чувствует то же самое? Или это просто совпадение? Заявление Тэхёна вскоре стало одним из самых трогательных моментов в истории дружбы Макнелайна, не из-за драмы, а из-за искренности, которая ощущалась болезненно, словно открываешь запечатанную страницу долгожданной истории. Наблюдатели за индустрией отметили, что айдолы редко говорят так открыто о внутренних отношениях группы. Обычно они выбирают безопасные, дипломатичные ответы. Но Тэ выбрал противоположное, он говорил от всего сердца, а не из-за стратегии. Возможно, его слова были не жалобами или сожалениями, а прекрасным выражением тоски, которая показывала, насколько тесной была их связь. На протяжении многих лет Чингук часто говорил, что восхищается Тэхёном не только как коллегой, но и как человеком. Тэхён, в свою очередь, упомянул, что у Чингука была мягкая сторона, о которой мало кто знал и что ему повезло вырасти с ним. Эти старые высказывания всплыли, как кусочки пазла, наконец-то сложившиеся в более ясную картину. Каждая секунда, прошедшая после этой фразы, лишь подогревала любопытство. Расскажут ли они об этом на камеру? Будет ли подтверждение, взгляд, объятие или простое «я тоже скучаю по тебе»? Или этот момент останется частью более масштабной, разворачивающейся истории? Какой бы ни был ответ, одно было ясно – Тэхён обращался к Чингуку, а не ко всему миру. Его слова были предназначены не для публичной сенсации, а для того, кто был с ним в юности, взрослой жизни и на пике карьеры. Их дружба не нуждалась в широких жестах. Одной тихой фразы было достаточно, чтобы потрясти миллионы сердец. Оставался главный вопрос – было ли заявление Тэхёна признанием их крепкой дружбы или же тонким посланием о том, какую дистанцию он хотел бы снова сократить? Возможно, мир узнает об этом еще не скоро. Но для армии этот момент был не просто загадкой, он стал доказательством того, что отношения Чингука и Тэхёна говорили не только словами, но и молчанием, воспоминаниями и тоской, которую никогда не скрывали, лишь невысказанными. В ту ночь, когда Тэ произнес эти слова, сотрудники вспоминали, что в комнате воцарилась тишина не напряженная или хаотичная, а глубокая, словно все поняли, что он сказал что-то важное. Чингук лишь улыбнулся легкой улыбкой, полной понимания, тоски и, возможно, невысказанного сожаления. После трансляции они остались в комнате без камер, зрителей, фильтров, просто два человека, которые вместе выросли, вместе боролись и теперь находятся на разных этапах жизни, но при этом сохраняют связь. Кто-то сказал, что Чингук в конце концов повернулся к Тэ. Его жестов, хотя и не записанных, было достаточно, чтобы породить домыслы. В последующие дни была запечатлена их короткая встреча на каком-то внутреннем мероприятии. Никакого долгого разговора, только короткие приветствия. Но одного взгляда друг на друга было достаточно, чтобы фанаты увидели тысячи интерпретаций. Теплая улыбка Тэхёна и мягкий ответ Чингука были не улыбками для камер, а улыбками, которые ощущались как дома. Было ли это подтверждением того, что у них все хорошо в отношениях? Или эмоциональным успокоением без публичного заявления? Эта тайна делает повествование таким захватывающим, не потому, что фанаты жаждут драмы, а потому, что они ценят сладость настоящей человеческой связи. Весь мир наблюдает за двумя душами, которые выросли, изменились и остались связанными воспоминаниями, которые не стереть со временем. Тэхён однажды признался, что часто думает об участниках группы, даже когда не может проводить с ними время, как раньше.
Он сказал, что зрелость иногда ведет людей по разным путям, не к расставанию, а к новой встрече, но уже более зрелым образом. Это заявление теперь отражает его выражение лица после концерта, как будто он думал об этом уже давно. Чингук же выражает чувства скорее действиями, чем словами. Поэтому, когда он загрузил старую фотографию без контекста, это показалось ему самым честным ответом. Молчание в его случае было не пустотой, а удовлетворением. Позже, в другом прямом эфире, Чингук замолчал, увидев имя Тэхёна в комментариях. Он сделал небольшой вдох и тихо сказал: «Мы всегда связаны». В этом не было никакой драматизма, но простота несла в себе тяжесть всего недосказанного. Никто не знает, о чем они говорили после той ночи, были ли слезы или смех. Но одно несомненно, их связь не исчезла. Она изменилась, выросла и адаптировалась к постоянно расширяющемуся миру. Дружба не безмолвна, она дышит. Она живет. Она растет вместе со своими хозяевами. Когда в репетиционной комнате стало тише, слабое эхо музыки растворилось в чем-то гораздо более хрупком, во что-то незапланированное. Чингук на мгновение отступил назад, проведя рукой по волосам, словно пытаясь унять быстрый ритм под ребрами. Тэхён тут же это заметил. Его обычный спокойный взгляд смягчился, и на секунду показалось, что весь мир сжался до небольшого расстояния между ними. Ни камер, ни персонала. Никакая хореография не в счет. Просто два артиста, годами разделявшие смех, давление и молчаливое понимание. Но то, что произошло дальше, привело фандом в неистовство. Тэхён медленно, почти нерешительно, подошел к нему и ободряюще положил руку на руку Чингука. Жест был едва заметным, едва заметное прикосновение, но тяжесть, стоявшая за ним, была безошибочной. Чингук поднял взгляд, глаза блестели не от слез, а от чего-то более серьезного, смеси усталости, облегчения и невысказанной связи, пережившей все бури, через которые они прошли. На мгновение их дыхание совпало, словно старый ритм, который им не нужно было репетировать. Кто-то в углу случайно распахнул дверь, и луч света из коридора прорезал комнату, открыв два силуэта, застывших мгновение, которое казалось невероятно интимным. В этой вспышке было неясно, наблюдает ли мир разрушение стены или ее восстановление. Но что бы это ни было, оно несло в себе настолько сильные эмоции, что даже те, кто видел это лишь понаслышке, чувствовали, как их грудь сжимается, не зная, улыбаться ли им, плакать или просто затаить дыхание. И вот репетиция завершилась, не аплодисментами, не смехом, а такой плотной тишиной, которая окутала всех, кто ее видел. Тишиной, которая шептала истину, которую фанаты всегда знали. Что иногда самые сильные моменты рождаются не из грандиозных выступлений, а из тишины между ними. Где одно дыхание встречается с другим. Где один взгляд переписывает 1000 невысказанных слов. И где два сердца, даже в мимолетное мгновение, напоминают миру, почему BTS всегда были волшебством.